Канал Валерия Табакова представляет, что может предпринять Зинченко и его адвокат в ходе рассмотрения дела судом на 6 января 2025 года. Здравствуйте, друзья! Вы, наверное, слышали о том, что в совершении убийства Фарион обвиняют Вячеслава Зинченко. Дело для рассмотрения по сути передано в Шевченковский суд Львова. До 31 января 2025 года, даты начала рассмотрения дела по сути, остается неделя. И, по всей видимости, многих из вас волнует вопрос, что, почему и как может предпринять Зинченко и его адвокат на данном этапе судебного производства. Здесь и прямо сейчас я предложу, так сказать, короткую консультацию по этому поводу. Итак, адвокат Вячеслава Зинченко и сам обвиняемый Вячеслав Зинченко для эффективной защиты могут, опираясь на принципы права, факты дела и процессуальные возможности, предпринять следующие шаги. Шаг первый. Оспаривание объективности суда. Для этого можно подать ходатайство о переносе рассмотрения дела в другой суд, мотивируя это тем, что судьи во Львове могут быть предвзяты из-за политизации дела и культурного контекста региона и предложить рассматривать дело в более нейтральном регионе, например, Киеве или Днепре. Шаг второй. Работа с процессуальными нарушениями. В этом направлении можно оспорить переквалификацию, потребовав разъяснений относительно переквалификации обвинения на часть 2 статьи 115 «Квалифицированное убийство», аргументируя тем, что предъявленный мотив национальной неприязни и ничем не подтвержденная общественная обязанность, которую якобы выполняла убитая, не имеет достаточной доказательной базы с подачей ходатайства о возвращении дела прокурору. А теперь без лишних слов текст соответствующих ходатайств. Их вы сможете найти в комментариях под первым закрепленным комментарием под этим видео. И я эти ходатайства, просто сейчас для вас зачитаю и продемонстрирую. Пример ходатайства о переносе рассмотрения дела в другой суд может выглядеть так. Шевченковский районный суд города Львова. От адвоката или обвиняемого, фамилия, имя, отчество. В интересах обвиняемого Зинченко Вячеслава. В рамках уголовного дела номер дела. Ходатайство о переносе рассмотрения дела в другой суд. В соответствии с частью 1 статьи 34 Уголовного процессуального кодекса Украины прошу рассмотреть возможность изменения территориальной подсудности уголовного дела здесь номер дела, в рамках которого мой подзащитный или я, если ходатайство подает сам Зинченко Вячеслав, обвиняется или обвиняюсь, соответственно, в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обоснование ходатайства. Первое. Потенциальная предвзятость суда. Дело рассматривается в Шевченковском районном суде города Львова, где преобладающее внимание к обстоятельствам дела со стороны общественности, СМИ и местных активистов создает давление на судей. Учитывая высокий уровень политизации данного дела и специфический культурный и общественный контекст региона, существует объективный риск утраты судом нейтральности и беспристрастности. Второе. Общественное давление.
на каждом этапе судебного процесса, в здании суда и рядом с ним собираются группы граждан, открыто выражающие свое отношение к делу, призывы и лозунги, направленные против моего подзащитного или меня, формируют атмосферу давления на суд, защиту и свидетелей. Это нарушает право моего подзащитного или мое право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное статьей 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Третье. Отсутствие объективной подсудности. Судьи, работающие в данном регионе, могут быть связаны с обстоятельствами дела через социальный и культурный контекст. Это вызывает сомнения в их объективности. Для обеспечения беспристрастности и исключения конфликта интересов целесообразно рассмотреть дело в суде другой области. Прошу суд. Первое. Принять настоящее ходатайство к рассмотрению. Второе. Направить дело в, например, Печерский районный суд города Днепр или иной суд, который обеспечит справедливое и беспристрастное рассмотрение. Приложение. Первое. Копия заявления. Второе. Документы, подтверждающие общественное давление. Видеозаписи, публикации в СМИ, ссылки на них. Дата, подпись, фамилия, имя, отчество, полное имя адвоката или обвиняемого. Это первое ходатайство. Второе ходатайство об оспаривании переквалификации дела, которое может выглядеть так. В Шевченковский районный суд города Львова от адвоката, фамилия, имя, отчество, или Зинченко Вячеслава, отчество, в интересах обвиняемого Зинченко Вячеслава, отчество, в рамках уголовного дела номер и номер дела. Ходатайство об оспаривании переквалификации уголовного дела. На основании статьи 303 Уголовного процессуального кодекса Украины заявляю возражение против переквалификации деяния вменяемого моему подзащитному Зинченко Вячеславу, отчество, или мне, если это ходатайство подает сам Зинченко. Обстоятельства. Следственными органами первоначально действия моего подзащитного или мои действия квалифицировались как часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Однако в дальнейшем квалификация была изменена на более тяжкую статью, пункты 8, 14, часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Считаю указанную переквалификацию необоснованной и нарушающей права моего подзащитного, мои права, по следующим основаниям. Первое. Отсутствие оснований для изменения квалификации. В материалах дела отсутствуют новые доказательства, которые бы подтверждали квалификацию деяния как более тяжкое преступление. Переквалификация основана исключительно на предположениях следствия, а не на объективных доказательствах. Второе. Нарушение принципа презумпции невиновности. Переквалификация на более тяжкую статью произведена без тщательного изучения обстоятельств дела и без учета показаний самого Зинченко Вячеслава, отчества, моих показаний, которые исключают умысел на совершение преступления, предусмотренное пунктами 8.14 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Третье. Противоречие фактическим обстоятельствам дела. Действия моего подзащитного, мои действия, согласно собранным доказательствам, не содержат признаков пунктов 8.14 часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
Например, не доказан умысел на совершение преступления, предусмотренного пунктом 14 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Причинно-следственная связь между действиями Зинченко Вячеслава, моими действиями и наступившими последствиями не подтверждена экспертизами и свидетельскими показаниями. Факт исполнения убитой общественных обязанностей не подтвержден. Четвертое. Нарушение процессуальных норм. Переквалификация была осуществлена с нарушением процессуальных норм, а именно без предоставления стороне защиты времени на ознакомление с новыми материалами дела, без проведения дополнительных следственных действий, которые обосновывали бы необходимость переквалификации. На основании вышеизложенного прошу: первое. Признать переквалификацию действий Зинченко Вячеслава, отчества с части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины на пункты 8.14, часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины необоснованной. Второе. Вернуться к первоначальной квалификации действий в рамках дела номер и номер дела. Третье. Предоставить стороне защиты разъяснения и материалы, на основании которых была произведена переквалификация. Приложение. Первое. Копия заявления. Второе. Документы, подтверждающие отсутствие оснований для переквалификации при наличии. Дата, подпись, фамилия, имя, отчество, полное имя адвоката или обвиняемого. Вот такие, друзья, действия может предпринять обвиняемый или его адвокат до 13 января 2025 года, подав ходатайство через канцелярию Шевченковского суда города Львов. И еще. Что касается рассмотрения дела с участием присяжных, ходатайство об этом может иметь такой вид. В название суда, можно в Шевченковский суд города Львова, адрес суда, от обвиняемого, фамилия, имя, отчество обвиняемого, адвоката, фамилия, имя, отчество адвоката, контактные данные, по уголовному делу номер и указать номер дела. Ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных. На основании статей 124, 129 Конституции Украины, статьи 31 Уголовного процессуального кодекса Украины, а также международных обязательств Украины по обеспечению права на справедливый суд, предусмотренных статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, обращаюсь с ходатайством о рассмотрении данного уголовного дела с участием суда присяжных. Обоснование ходатайства. Первое. Гарантия конституционного права на справедливый суд. В соответствии со статьями 124 и 129 Конституции Украины каждому гражданину гарантируется право на рассмотрение его дела независимым и беспристрастным судом. Суд присяжных является одной из ключевых форм реализации этого права и предусмотрен национальным законодательством для рассмотрения дел о тяжких преступлениях. Второе. Серьезность обвинения. Обвиняемому, мне, инкриминируется преступление, предусмотренное пунктами 8 и 14, часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Данное преступление относится к категории особо тяжких, что согласно статьи 31 Уголовного процессуального кодекса Украины дает право на рассмотрение дела судом присяжных. Третье. Отсутствие ограничений на суд присяжных во время военного положения. Ни Конституция Украины, ни действующее законодательство не предусматривает отмены права на суд присяжных в условиях военного положения. Более того, любое ограничение данного права должно быть пропорциональным, необходимым и соответствовать статье 64 Конституции Украины,
которая допускает ограничение прав лишь в исключительных случаях. Четвертое. Общественная значимость и политизация дела. С учетом высокой степени общественного внимания и политической составляющей данного дела, суд присяжных является наиболее справедливым и беспристрастным механизмом рассмотрения. Участие граждан при принятии решения о виновности или невиновности обвиняемого способствует укреплению доверия к судебной системе. Пятое. Международные стандарты права на справедливый суд. Статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод обязывает государство обеспечить каждому обвиняемому право на независимый и беспристрастный суд. Суд присяжных является одним из элементов такой беспристрастности, который минимизирует влияние внешних факторов на процесс. На основании вышеизложенного прошу: первое. Назначить рассмотрение уголовного дела номер дела с участием суда присяжных. Второе. Обеспечить формирование коллегии присяжных в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приложение. Первое. Копия данного ходатайства для приобщения к материалам дела. Второе. Документы, подтверждающие необходимость суда присяжных при наличии. Дата, подпись, полная фамилия, имя, отчество адвоката или обвиняемого. Вот, друзья, такие вот действия могут быть предприняты Зинченко и его адвокатом до 13 января 2025 года. Спасибо за внимание. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч.